В Чикаго, в одном из самых престижных районов города, молодая домработница по имени Блейк заботливо держала на руках маленького мальчика по имени Джейден, которому едва исполнилось 5 лет. Этот ребенок был ей словно собственный, она наблюдала за ним каждый день и знала все его привычки и слабости. Внезапно состояние Джейдена резко ухудшилось. Дыхание стало затрудненным и редким, его кожа побледнела, а губы приобрели тревожный синеватый оттенок. Блейк почувствовала, как ее сердце сжимается от страха, и она срочно попыталась вызвать помощь, но все ее усилия оказались напрасными. В огромном просторном особняке связь была ужасной, и никто из персонала не мог оперативно отозваться на ее крики о помощи. Телефон молчал, и казалось, что время замедлило ход, в то время как жизнь Джейдена висела на волоске. Рядом стояла роскошная красная Феррари, машина хозяина, миллиардера по имени Колин Харпер. Домработнице было строго запрещено приближаться к этой машине, но сейчас времени ждать помощи не было. Она быстро уложила Джейдена на пассажирское сиденье, пристегнула ремни и, не думая о последствиях, рванула прочь из особняка, забыв о правилах и камерах. По пути в больницу Блейк рисковала жизнью мальчика и своей собственной. Она нарушала правила, мчалась на красный свет, лавировала между машинами. Но каждый метр приближал Джейдена к спасению. Когда машина остановилась у входа в приемное отделение, врачи сразу начали реанимацию. Домработница стояла неподвижно, дрожа от страха и усталости, в наряде, который теперь казался слишком простым рядом с медиками и полицией. Новость о похищении Феррари вскоре дошла до Колина Харпера, который был в офисе в центре города. Узнав, кто угнал его машину, он сначала не поверил: Блейк — тихая и скромная домработница. Однако, прибыв в больницу и увидев сына живым, благодаря ее быстрой реакции, он понял, без нее Джейден бы не выжил. Колин снял с Блейк наручники и публично признал ее героем. Он объявил о создании фонда помощи семьям с детьми, пострадавшими от внезапных заболеваний, и назначил ее своей личной помощницей по уходу за сыном. История о том, как домработница спасла жизнь сына миллиардера, облетела весь город и стала примером того, что настоящая смелость и любовь не знают сословий и правил. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.